Всем добрый день. Иду смотреть, какая у нас сегодня погода, потому что мы собираемся идти делать дела. Мне нужно получить разрешение на продажу моих работ на апрель месяц. Так, градусов у нас 13. Но опять ветер. Ветер такой, когда ветер, то прохладненько. Ну, в общем, в курточке, в легкой, в принципе, нормально будет. У меня здесь капец как все заставлено на террасе. И белье сохнет, и все растет, и редис у меня тут колосится с горохом. В общем, чего тут только у меня нет. И посажены саженцы, которые я покупала по горшкам, мне пришлось их рассадить. Вот это черная смородина, это розочка. Здесь у меня тоже роза. Это черничка вторая в светлом горшке. И вот это ежевика. Все мне не получилось высадить под окно, как я думала. Пока даже не буду рассказывать почему, потому что это такая прям отдельная история, очень серьезная, которую я надеюсь, что я вам все-таки расскажу. Но пока я не хочу трогать вообще эту тему. Когда-нибудь я расскажу о ней. Скажу только, что там произошло такое событие, которое на меня оказало такое воздействие, что я неделю ходила просто сама не в себе. И тяжело было. То есть я как бы заново посмотрела другими глазами. Ну, практически было какое-то разочарование, что ли. Но я себя взяла в руки, сказала, что не все, далеко не все такие люди, которые мне встретились, что мое мнение очень сильно могло поменяться в худшую сторону. И, в общем, ладно, все, я вас сейчас не буду загружать на эту тему, потому что пока я ничего рассказывать не буду. В общем, это связано вот с этим соседским домом и вот этим местом, с вот этой землей, которая рядом с нашим домом. Вот, расскажу потом как-нибудь. Все, переходим к другой теме. Всем привет, привет, привет. Вы на канале Дубль 2. Я Галина. Спасибо всем моим подписчикам, которые остаются со мной в такие сложные времена, которые сейчас, в общем-то, не сейчас они появились, они уже начались давно в России и не только в России. Буду говорить, поправлять себя, вот, потому что сложная тема очень. Не только в России, конечно же, и судя по количеству упавших просмотров, практически в 3-4 раза наступают в России те времена, когда людей совсем блокируют, хотят отстранить от всего мира. И я эту тему не буду обсуждать глобально, как хотелось бы, в силу понятных причин. Но хочу сказать, что я думаю, я все-таки надеюсь на то, что это временное явление, и хотя бы это людям вернут снова, хотя бы возможность какого-то окна из России в другой мир людям вернут, а иначе я вообще не представляю, как это все можно вытерпеть. Вообще просто не понимаю. Я думаю, что это будет большая ошибка, если это не вернется все снова. Если это не устранят, если это не окажется временное явление. Последняя моя работа в России была, это на фармпредприятии. Я там отработала 9 лет. Я работала специалистом по сертификации лекарственных средств и регистрировала их в Росздравнадзоре, на сайте Росздравнадзора. Вот. И мне последнее время, я уволилась в 23-м или 24-м году, точно сейчас не вспомню. В общем, где-то в это время. И последний год я дорабатывала очень тяжело. Мне было настолько невыносимо там работать. Я уже приобрела здесь жилье. То есть я знала, что еще там пару лет, и мы уже уедем. То есть сын заканчивал институт,
И я знала, я к этому готовилась, у меня уже стояла здесь квартира, мы уже съездили, ее приобрели. И, то есть я ждала это время, я понимала, что я уеду. И дорабатывать вот это время было невыносимо тяжело. Не потому, что я мечтала уехать, нет, а потому что это не касалось работы, там про моменты с работы я вообще рассказывать не буду. Это касалось тех вещей, которые я там слышала от людей, которые работали рядом со мной. Слышала не в свой адрес, а я слышала то, что они говорят, то, что они думают. То есть, хотя, может быть, это разные вещи. Вполне возможно, что люди думали что-то другое, но выдавали то, что они думают, за то, что они говорят. И вот эти вещи все я слышала, и меня жутко все это коробило. А, Я потому что думала по-другому, но я понимала, что мне нужно доработать, чтобы уехать. Поэтому я понимала также, что плевать против ветра себе дороже. И я иногда могла что-то вставить, но это было очень сдержанно. Сдержанно. То есть мне хотелось просто кричать, говорить: вы что, не понимаете? Неужели вы не понимаете? Неужели вы так думаете? Как вы можете так думать? Мне хотелось говорить так, но, конечно, я этого не делала. Я себя сдерживала. Иногда я могла что-то вкинуть такое против, и люди понимали это, что против. Но это было сдержанно. И я отношусь к такой категории людей, которая а, не умеет врать. Ну, не умеет врать. Наверное, это минус большой по жизни. Но я такой человек. Я не умею врать. Если я так говорю, значит, я так думаю. И вот, кстати, иногда мне пишут, писали, сейчас уже почти не пишут, писали такие комментарии, что зачем вы врете людям, вы говорите, что так прекрасно в Сербии. Да не вру я. Я вот, в принципе, я не умею этого делать вообще, потому что я так считаю. Я говорю так, потому что я так считаю. Если я в этом разочаруюсь, если передумаю, если я не буду больше так считать, значит, я так и скажу, что мне уже не нравится, что я разочаровалась вот в том-то, том-то. Понимаете, на данный момент я так считаю. Вот. Поэтому мне кажется, что очень большая часть людей просто действительно им бесполезно что-либо говорить, они не умеют анализировать самостоятельно ситуацию. Большая часть людей привыкла жить так, что они воспринимают информацию для себя какую-либо, ту, которая им подается. Это телевизор, это люди на той же работе, не знаю, там родственники, знакомые, друзья. То есть общество и средства информации. Они воспринимают эту информацию, ее берут как впитывают ее, запоминают у себя в голове, не анализируют никак. И дальше у них она настолько откладывается в голове, в их сознании, что они считают это уже своими мыслями. Поэтому уверена, что мне сейчас прилетят комментарии какие-нибудь не очень хорошие о том, что а, да мы все понимаем, да мы все анализируем, зачем вы так говорите, зачем вы унижаете. Но жизнь показывает обратное, что просто есть большая категория людей, которые не занимаются анализом какой-либо информации. Она это впитывает и выдает потом эти мысли как за свои. Так проще жить, абсолютно проще. Таким людям не надо думать, не нужно анализировать, не нужно в каких-то муках сомневаться, а прав ли ты. Не нужно менять свое мнение. Только умные люди меняют свое мнение, я так считаю. Не нужно менять. То есть за тебя кто-то его поменяет потом, возможно, а может и не поменяет. Но ты это снова впитаешь и выдашь это как за свои мысли. К сожалению, это правда жизни, и с этим нужно просто смириться, с этим ничего не поделаешь. А, вот как-то так. Это мое личное мнение. Опять же, на своем канале я озвучиваю свое личное мнение, имею на это полное право.
И это мое личное мнение, еще раз повторюсь. Вот. Это знаете, как вот можно еще сравнить, что вот детки, когда рождаются маленькие, ведь уже с рождения все разные, все абсолютно разные. Кого-то можно пеленать, как это, начиная вот от плечиков сюда, ручки, да, вот закрыть вот так ручки, потом вниз. Я еще помню, как пеленают маленьких детей. Вот, хотя уже прошло 23, 22 с половиной года, вот, как пеленала своего, но я помню это. Вот, то есть вместе с руками, да, и ножки. А кого-то так пеленать нельзя, им будет неуютно. Потому что когда деткам заворачивают вот так пеленкой ручки, считалось раньше, кстати говоря, это из советских времен еще пошло, что ребенок себя так чувствует спокойнее. То есть он не пугает сам себя движениями рук, которые он еще как бы не контролирует. То есть он может махнуть ручкой, себя либо поцарапать там ноготочками, либо просто испугать и будет плакать. А вот если вы ему завернете ручки, вот так пеленочкой все это дело закроете, то он не будет иметь возможности шевелиться, и якобы это лучше. Я даже спорить не буду. Но хочу сказать, что все дети разные. Например, моему сыну не было так лучше. И я его пеленала без рук. То есть руки были у него свободные. И я его пеленала снизу, то есть под спинку, вот так вот на ножке. И все. Он был запеленован от пояса и туда вниз. Руки у него были свободны. И я видела, что ему так комфортнее. Ничего он не пугался своих рук. Ни разу он себя не поцарапал. Ничего такого не было. Но, например, моя мама, она, понятное дело, что она других времен, закалки другого времени, именно Советского Союза, она мне говорила, что нет, нужно пеленать с руками, что так положено, так все делают, так ему будет лучше, он будет себя пугать. То есть, ну, как бы вот мнение ее было таким, что ты должна прислушаться ко мне, должна сделать именно так. Но я видела по своему ребенку, что нет, ему так не нужно, ему комфортнее. Я к чему это рассказываю? К тому, что время разное, поколения разные, воспитание разное, и детки сами по себе на генном уровне тоже рождаются разными. Поэтому нельзя, как в Советском Союзе, всех грести под одну гребенку. Вот так положено, и так надо делать со всеми. Это ужасно. Это ужасно. Это убивает в человеке все. Все, что в нем есть, данное Богом, природой, это убивается. Либо это может перерасти, так как человек не так уж просто сдается со всем тем, что у него сидит внутри. И это может принять какие-то, а, как это, как бы это слово правильно подобрать, неправильные, ужасные а, варианты этого выплескивания, скажем так. Вот если, например, дереву будет плохо расти, да, а оно все равно будет расти, а вот рядом с ним что-то еще посажено и вплотную его задавливает, ему некуда расти, оно будет давать корявые ветви куда-то в другую сторону. В общем, это будет такое определенное уродство, потому что не так-то просто все задавить. Поэтому, к сожалению, мое убеждение в том, что ни в коем случае нельзя задавливать то, что есть у человека в его личности. Оно все равно прорвется, но может, к сожалению, прорваться в очень нехорошую сторону. Вот, вернемся к советским временам. Когда моя мама также, вот я готовила сыну, например, было ему там 3-4 годика, я его спрашивала, какую тебе кашу сварить? Мне же все равно, какую кашу сварить. Ну вот какую он сейчас хочет, такую я ему сварю. Какая мне разница, какую сварить? И я его всегда спрашивала. Он мне говорил там, ну, овсяную, мам. Я ему варила овсяную. А маме, например, моей это не нравилось. Она говорила, что зачем ты его спрашиваешь? Сварила, поставила. Все, пускай ест, пускай так привыкает. То есть вот это вот период свободы выбора, который был задавлен в определенное время при Советском Союзе, именно из этого времени мама, да, у меня, то есть на ней это все и сказано, то есть она, соответственно, себя пытается также и вести. Вот. Но время прошло, время наступило другое. Как я уже говорила, воспитание другое, детки другие рождаются.
И слава богу, что все меняется. Поэтому это я все к чему рассказываю. В то, что все люди это проглотят и промолчат, я не верю. А, Наверное, это, скорее всего, временное явление. Я имею в виду про интернет. Опять же, не надо меня куда-то пытаться сейчас вот комментариями тоже вывести в сторону политики. Я уже говорила, что мой канал вообще не про политику. Вообще. Мой канал про жизнь в Сербии, про наш переезд. На моем канале вы можете встретить многие-многие ролики, которые я выкладывала о том, как мы переезжали, как мы искали себе квартиру, если вы планируете тоже, если вам это интересно, как мы оформляли ВНЖ, как мы получали медицинскую государственную страховку, как мы перевозили своего котика, какие документы получали, как мы перевозили свои вещи, как мы меняли права российские на сербские. То есть вся информация вот эта вот, которая для людей, которые тоже это планируют, она есть у меня на канале. Вы можете полистать, и смотреть не только вот крайний ролик, да, а полистать, опуститься, посмотреть туда вниз еще мои ролики, вы увидите, что вся информация уже есть. Просто иногда мне пишут вопросы, как вы там то делали, как вы это. А я говорю, что посмотрите, пожалуйста, у меня уже есть ролики на эту тему. Вот, кстати, насчет ваших вопросов. Мы планировали встретиться в этот понедельник, вторник, но Алексей занят или приболел, в общем, я толком не поняла, он не может, и мы решили перенести еще на неделю. Поэтому до следующего вторника у вас есть время еще задать свои вопросы, написать мне, если они у вас есть. Поэтому я надеюсь, что все-таки блокировка интернета в России такая массовая, это временное явление. Я очень надеюсь, что... Я уверена в этом, что люди с этим не смирятся, это невозможно. Вот здесь вот точно у меня вообще не складывается абсолютно в голове, как это можно. Я не верю в это, что сейчас просто все так поменяют свой образ жизни и скажут, да, пошли на природу, шашлыки жарить и вина попьем. Но это же, ну, раз вы сходите, ну, два вы сходите, ну, дальше что? То есть все равно это удаление от всего мира, это такой тазик сверху накрытый, да, это ужасно. Поэтому я надеюсь, что это все пройдет, это временное явление. В общем, все, теперь мы собираемся, бежим по делам. Все, что хотела рассказать, рассказала на сегодняшний день. Сейчас у нас нужно ехать в Медиану, получить не разрешение, вернее, подать документы на получение разрешения на торговлю. Куда-то мы еще хотели зайти. В общем, мы бежим в город. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, что для вас будет много полезной информации. Помимо переезда на моем канале просто много роликов, в которых я знакомлю вас с Сербией, с городом Ниш, с природой, вообще с жизнью нашей здесь. Поэтому, если даже вы не планируете переезд, то вам все равно будет интересно следить за моими роликами, потому что в них я показываю нашу жизнь, нашу новую жизнь в другой стране. Всем пока!
Как же солнышко яркое, все украшает. Мы сейчас проходили мимо дома Здравля. Вот его издалека сейчас видно. И я сначала подумала, что дом этот покрашен был заново, то есть свежая краска. Что только что покрасили фасады. Но оказалось, нет, когда ближе подошли, то вообще не свежая краска. То есть как он был, ничего не изменилось. Но смотрится все абсолютно по-другому. Как будто бы его только что покрасили. То есть белое становится чисто белым, а зелень становится еще ярче, красивее. В общем, солнце — это, конечно, украшение неимоверное. Мы сейчас идем опять в Медиану, чтобы сделать разрешение на продажу моих картин на улице на апрель месяц. Всю зиму я не ходила продавать, разрешения не делала, потому что было холодно и стоять, конечно, было бы там неудобно на улице. Вот, поэтому сейчас сын пошел вот в это здание. Нужно сделать копию паспорта. Каждый раз делается все одинаково, снимается копия паспорта, фотография прикладывается, место, где ты будешь продавать. Вот. И пишет снова заново пишется заявление. В общем, каждый месяц это повторяется. Вот. А я пока стою, его жду. Зашли на рынок возле парка Саввы Святого. Купили такие опять яблочки. Ну, как всегда, мои любимые Golden выглядят шикарно. Они такого сочно-желтого цвета. По 150 динар. Хотя там были и по 130. Но я выбрала эти по 150. Салатик взяли вот такой вот. Прям свежий-свежий, хрустящий. 40 динар всего лишь. И купили снова нашу любимую сливу. Так вот она выглядит, она очень сочная, мягкая и сладкая. По 800 динар за килограмм. Сейчас стою сына, жду напротив аптеки. Просто решила снять, показать. Вот пробиотик, магний B6, еще что-то, тут витамины. И вот здесь вот есть такой русский бальзам. 490 динар. Что это за бальзам русский? Не знаю, что туда входит в состав. Омега-3, 650. Коллаген, 1280. Но русский бальзам не знаю, что это такое. To je ona Forteka, tako? To je to. Dobro. Isti lek, samo drugi proizvod. Dobro. Hvala. Hvala puno. Evo, hvala još jednom. Bravo. A šta sadrži ruski balzam? Ruski balzam sadrži kapsicin iz ljute paprike i još neke biljčice. Это острый перец. Боль убирай, да? Да. А как это ради? Что он ради? Greje. Греje. I
Согревающий с этим, с перцами, еще некоторые добавки. On je odličan, stvarno mislim, prvo da je efekat grejanja, jer imate linke u sebi, mislim, a cenu imamo neverovatno dobru 490 dinara. Čak i ako glava boli, može malo da se namaže tu, pošto ima efekat kao ljuto iz početka, jer posle normalno deluje, ruke treba da se operu, kao i za sve kreme i mase. Да. To je tako Как da je обычно, odličan крем preparat. при головной боли можно намазать. Сначала печет, потом проходит, в общем, такой локальный согревающий эффект. Хвала Богу. При этом В аптеку специально ради любопытства зашли, все-таки спросили, что такое русский бальзам, что там входит в состав. Вот, в общем, нам объяснили, что это какой-то крем, в который добавлен перец острый. То есть он обладает разогревающим эффектом. Вот, мы спросили, а для чего его используют? Сказали, что можно помазать виски, чтобы когда болит голова, еще что-то от боли. Почему он русский, я не знаю. Мне кажется, в России вообще мало употребляют острого перца. Это больше к южным все-таки странам относится. Ну вот так вот. На тюбике с кремом нарисована матрешка, сделали такой дизайн и назвали его русским. Вот магазин Дис. Пойдем посмотрим, что там. Что мы встретили в Дисе, в магазине. Сдобная особа. Это русские рулеты. 370 динар вот такой вот. 390 с маком. 370 малина. Какой-то еще ваниль, вишня. А, еще персик. Ой, выбор какой большой. Вот. Так что 380 на рубли. В общем, где-то 300 рублей примерно. Мандаринки возьмем тоже. Выглядят очень хорошо. 159 динар всего лишь. Апельсинки тоже недорого совсем. 119 динар. Лимоны 260. Яблочки 149. 137. Ну, авокадо 129. Но это за комат, за штучку. Вот мы еще увидели сладости русские дальше. Тирамису, птичье молоко, 3 молока, молочная девойка, в смысле девочка, по-сербски девойка, Наполеон, медовик. Вот. Так что любителям русских сладостей здесь все есть. Это магазин Дис, напомню. Вот еще в магазине Дис нашли сгущенное молоко. $399 и 349. Это всяческие сливки для выпечки. И молоко. Мы сходили в Медиану и подали снова заявление на то, чтобы мне дали разрешение на продажу картин. Вот, как я уже сказала, вся эта процедура повторяется раз в месяц. Она абсолютно одинаковая, то есть приносишь конкретный список документов, копия там ВНЖ, фотографию того места, где ты будешь продавать, и пишешь заявление, и оплачиваешь еще 200, да, по-моему, 200? Сколько там в динар? 100 динар, но там чуть-чуть больше получается. 60 еще, почта кушает. 160 динар, да, вместе с почтовым каким-то налогом. И все, я подаешь все эти документы в Медиану, и через какое-то время тебе звонят и говорят, что придите получить готовое разрешение. В общем, так это выглядит все.
Все, мы двигаемся домой, опять пешочком, погода прекрасная. И смотрите, какой красивый, как это сказать, ну даже не аллея, а просто дорожка между двумя заборами. И сейчас все цветет, все деревья цветут фруктовые. И как это красиво выглядит. Просто сказка. Сейчас мы выйдем к мосту пешеходному через Нишаву и пойдем уже домой. Я каждый раз, когда подхожу к мосту, когда мы через мост переходим, через любой, не только этот, а через любой, я всегда снимаю реку, потому что очень люблю воду. Моя стихия — вода. По гороскопу я рыба. И вообще родилась на берегу моря, в городе, который расположен на берегу моря. Поэтому моя стихия — это вода. Красота. Водичка сегодня спокойная, течение такое тихое, хотя бывает очень по-разному на этой реке. Бывает очень быстрая. Сегодня прям медленно вода течет. А тем временем в нише все зеленее и зеленее становится. Прошло несколько дней, и вот эти вот деревья уже практически зеленые стоят. У них, конечно, еще такие листочки совсем маленькие, но уже зелено становится. Какой сейчас стоит аромат шикарный от этих деревьев цветущих. Просто класс. А вот и магнолия зацветает. Красота. Улицы какие-то очень-очень красивые маленькие цветочки. Такая вот красотища. Как называются, не знаю. В Сербии очень много собак во дворах. Ладно, во дворах, но их также очень много на улице. Вот какие-то из них вот такие хвостиком завиляла добрые. Но есть всякие. И
на прошлую улицу мы проходили, когда вот эта вот собака, которая просто стояла, вышла, видимо, из двора, калитка была открыта, никого рядом не было из людей. Она была без привязи, без намордника. И просто на нас стала смотреть очень заинтересованно. И мы просто развернулись и пошли обратно на другую улицу. Вот. А, к сожалению, таких случаев много. Да, вот эта малышка нас не отпускает. Решила за нами пойти. Но она добрая, по ней видно. А у нас снова перекус плесковицей. Такие симпатичные дома строят, как точечная застройка в центре. Очень симпатичные. То есть идешь, вот старый-старый центр, и вдруг раз, такой интересный домик. Вот снова опять старые, а за ним стоит опять вот новостройка интересная. В общем, так часто здесь, в городе Ниш. Мы идем в налоговую. В торговом центре Калча находится. Нам прислали уведомление, что посчитали налог. Нужно прийти забрать. У меня сын немножко заблудился. Вообще удивлена просто. Мы туда уже ходили несколько раз. Я-то помню куда, а он почему-то пошел в другую сторону. Ну, я за ним. В общем, нам нужно вон туда. Здание выглядит интересно, но как-то оно тоже такое старенькое. Ну, или я бы сказала, неухоженное, что ли. Вот, например, такая плитка. Возле пекарей встретили таких птиц интересных. Они очень сильно похожи на голубей. Но мне кажется, это не голуби. Потому что они крупнее, чем голуби. И у них расцветки абсолютно одинаковые у всех, у этих трех птичек. А голуби чаще всего чем-то отличаются друг от дружки расцветками.
Интересные птицы. Сейчас их, конечно, плохо видно будет на видео, но они прям крупные такие. Ну, конечно, это не голуби, а вон голуби возле пекаря, они совсем другие. Они мельче и другая расцветка. Интересно, что же это за птички такие? Ну да, орнитологи, отпишитесь в комментариях. Да, орнитологи, отпишитесь в комментариях. Интересно. Ну, по форме они похожи, но крупнее. Это не голуби, 100%. В общем, природа в нише, и птицы, и деревья. Ну, изобилие просто природы.